Привет! На рынке наушников вкладышей на самом деле представлено не так уж и много, и компания Xiaomi решила откусить свой кусок пирога и выкатила на всеобщее обозрение новинку Xiaomi Air 2. У меня большие надежды на эти уши, так что не будем затягивать. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Упаковку Xiaomi Air 2 премиальной назвать нельзя, но и убогой тоже. Внешне эта коробка похожа на упаковку от Redmi AirDots, но с более плотным картоном. Спереди изображены сами наушники, сзади технические характеристики. Внутри нас ждет кейс, наушники, провод для зарядки Type-C и инструкция. Кейс сделан из матового белого пластика. Спереди размещен индикатор работы, сбоку кнопка для соединения с телефоном. На нижнем торце порт для зарядки Type-C. За это спасибо. Крышка магнитная, при открытии она фиксируется на месте и не падает обратно, но зато немного люфтит. Ну и конечно она умная, при ее открытии наушники автоматически коннектятся к телефону. Кейс достаточно компактный, он конечно крупнее кейса от AirPods, но не критично, чуть больше чем спичечный коробок. В кармане помещается легко, качество исполнения хорошее. Наушники сделаны из матового белого пластика на ножке с глянцевым пластиком на месте самих вкладышей. Внешний вид — это то, за что можно эти уши смело поругать. Выглядит немного странно. Толстая достаточно ножка, и к ней как будто отдельно прилепили сам вкладыш. Это, конечно, все на любителя, но ножка меня немного расстраивает. В моих ушах вкладыши не держатся в принципе. Те же AirPods постоянно норовят выпасть, но в случае с Air 2 все еще менее приятно. Из-за своей формы наушники как будто менее глубоко садятся в ушной канал, что в свою очередь отражается и на звуке, и на удобстве ношения. Мне в них ходить оказалось не очень удобно, но ради справедливости из ушей они прям не вываливаются. На наушниках есть инфракрасный датчик приближения, так что при вынимании наушника из уха музыка перестает играть. Помещайте наушник обратно, воспроизведение продолжается. Датчик работает корректно, к нему нареканий нет. Я не нашел информации по поводу влагозащиты, так что скорее всего ее здесь нет. Пот и легкий дождь Xiaomi Air 2 скорее всего переживет, но в целом лучше быть аккуратнее. Производитель заявляет время автономной работы 4 часа, и это похоже на правду. На максимальной громкости наушники продержались 3 часа 38 минут. Это средний показатель, так сказать, средняя температура по больнице. От кейса наушники можно зарядить еще 3 раза, что в сумме выливается примерно на 12 часов работы без подзарядки. И конечно, наушники можно использовать по отдельности. Рекламная пауза, спонсором которой является я сам. Xiaomi Air 2, в отличие от предыдущих наушников, мне не прислали бесплатно, я их купил сам. Но я так подумал, а давайте их разыграем. Условия, как всегда, максимально простые. Лайк, подписка, комментарии. Более подробные условия в описании. Итоги подведем, давайте 18 ноября. Я думаю, до этого времени еще что-нибудь разыграем. Так что всем удачи, и продолжаем. Управление на Xiaomi Air 2 осуществляется с помощью постукиваний, и из коробки доступна только плей-пауза на двойное нажатие на правом наушнике и фирменный китайский голосовой помощник по постукиванию на левом наушнике. Открываем комплектную инструкцию, ищем QR-код и скачиваем приложение. В Play Market я его не нашел. Оно, правда, полностью на китайском, но методом тыка найти нужные пункты меню возможно. Так вот, в приложении можно поставить переключение трека вперед или назад при постукивании на соответствующем наушнике. То есть имеем управление треками, и плей-паузу по выниманию наушника из уха. Но вот переключение треков работает через раз. То 5 минут все срабатывает как надо, потом какая-то полоса невезения и треки переключаются через раз. В общем, надо приноровиться. А еще, если у вас Xiaomi на базе MIUI 11, при подключении наушников к телефону будет появляться всплывающее окошко в стиле AirPods. Это, конечно, приятно, но так как у меня Samsung, то вкусить все плоды стараний компании Xiaomi я не могу. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Xiaomi Air 2 в тихом пространстве, незаведенная машина. В принципе, все нравится, меня слышно громко, отчетливо, может быть чуть-чуть глуховато, но совсем мелочь. В целом хорошо. Проверяем работу микрофонов Xiaomi Air 2 в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Музыку на фоне, конечно, чуть-чуть слышно, но совсем не сильно. В целом и здесь мне тоже нравится. Проверяем работу микрофонов Xiaomi Air 2 на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины. В целом даже здесь шумодав справляется неплохо и меня слышно реально нормально. То есть даже можно как гарнитуру рекомендовать эти наушники, наверное. Вы знаете, вот до этого момента я вообще был готов списать Mi Air 2 со счетов, но вот в плане микрофонов мне они понравились.
Очень хорошо слышно в тихом пространстве и в машине. На улице, конечно, окружающее становится уловимо, но в целом неплохо. За микрофон и лайк. По задержке звука. Еле-еле уловимая задержка есть в YouTube, можно даже сказать, что ее нет. А вот в играх уже не все так гладко. Задержка есть и ощутимая, в шутеры не поиграешь. По качеству соединения вопросов особо нет. В метро пару раз были прерывания, на улице все в порядке. Дома пробиваю через две стены. Качество звучания. В Xiaomi AR2 установлены 14,2 мм динамические излучатели. Это на самом деле солидный размер. И при подключении к телефону наушники подключаются по кодеку AAC. Вы знаете, это единственные пока наушники, которые в моих ушах вообще не сели. Для корректной оценки композиции приходилось придерживать их в ушах, но тут все индивидуально. Многим, я думаю, они сядут нормально. В целом звучат хорошо. Бас мягкий, его немного, но приятный. Хотя глубокий бас не очень проработан. Середина чистая, без акцента на приглушенность звука. Высокие не зажаты, но и не акцентированы, они просто есть. У AR2 хорошее звучание, они отлично подходят для прогулки по городу за счет того, что это вкладыши, слышно, что происходит вокруг. И вот тут мы подбираемся к главной особенности в плане звука – очень маленький запас по громкости. При том, что обычно я слушаю наушники на 60% громкости, на AR2 громкость приходится выкручивать практически на 90%. То есть в метро запаса по громкости вообще может не хватить. Ну и если вы выкручиваете звук на максимум всегда, то тут вам его тоже будет мало. Но в остальном на рынке вообще представлено мало вкладышей, так что AR2 займут свое место под солнцем. Xiaomi AR2 на Алиэкспрессе сейчас продается примерно за $60, но это, конечно, не дешево. С другой стороны, альтернатив особо и нет, не считая, конечно, копии AirPods. Так что в целом AR2 оставили после себя приятные впечатления, не считая, конечно, не всегда корректной работы управления, ну и маленького запаса по громкости. В общем, если вам нужны именно вкладыши, то AR2 вполне можно рассматривать к покупке. На сегодня все. Участвуйте в розыгрыше, чтобы выиграть Xiaomi AR2, и до встречи в следующих видео. Пока!